Привет всем подписчикам и новым посетителям этого канала. Несколько дней назад в публикациях задала вопрос, а знаете ли вы разницу между El Toro и El Buey в испанском языке? Многие поставили плюсики, а это означает, что вам нужно объяснение. Поэтому сегодняшнее видео мы посвятим именно этому. Сразу хочу выделить одну подписчицу, Таня Шульба 5229, которая абсолютно правильно ответила на этот вопрос. Таня, вы большая молодец! И теперь давайте переходить к разбору. Но перед этим уделите, пожалуйста, 2 секунды вашего времени и поставьте лайк этому видео и подпишитесь, если вы еще этого не сделали. Торо и буэй – оба термина используются для абсолютно одного и того же вида коров. Если углубиться, то многие слова в испанском языке происходят от латыни. Поэтому оба термина называются Bos taurus. Давайте посмотрим на изображение, которое высвечивается у вас сейчас на экране. Вот их основные различия. Торо. Термин торо используется для обозначения взрослого и плодовитого самца Bos taurus. Этот бык является внушительного размера. Это очень сильное животное, отличающееся своими физическими формами и впечатляющими рогами. Их высота от рогов до земли составляет около 1,5 метров, а от морды до кончика хвоста от 2 до 3 метров. Во взрослом возрасте они обычно весят до тонны, но иногда и превышают этот показатель. Эль Торо является некастрированным быком, поэтому используется в основном для размножения, являясь основным производителем новых потомков. Питается такой бык травой, а также продуктами, богатыми клетчаткой, таких как ячмень и пшеница. Эти быки живут в основном на открытых лугах, а не в стойлах. Они предпочитают открытые земли и широкие просторы. В Испании насчитывается около 500 000 быков на площади около 2 миллионов гектаров. Также таких быков можно встретить и в других местах обитания по всему миру, например, в Индии, нескольких африканских странах и Азии. Продолжительность жизни Эль Торо составляет 15-20 лет, хотя в неволе она может быть увеличена до 25 лет. И теперь давайте разберем основные характеристики быка Эль Буэй. Такой вид быка также относится к Bos taurus, и его можно перевести как вол. Термин буэй используется для обозначения взрослого самца, который был кастрирован после достижения половой зрелости. И это, пожалуй, одна из самых основных и важных характеристик в различии этих двух терминов. Эль Буэй используется обычно для выполнения тяжелой работы на полях и фермах. Его используют для тяги, перемещения грузов и сельскохозяйственных работ. Он также используется для управления другими животными и для перевозки предметов или людей. Так же, как и Эль Торо, этот бык может весить до 1000 кг и достигать высоту более 1,5 метров. В отличие от Эль Торо, у вола нет выдающихся рогов. У него удлиненная голова, большие глаза и короткая шея. Даже просто если сравнить эти два вида быков, внешний вид и поведение Эль Буэй не является таким настораживающим, я бы даже сказала пугающим. Этот бык является чрезвычайно послушным, чего нельзя сказать о Торо. И напоследок мне бы хотелось выделить особый вид быка, который является визитной карточкой Испании. Этот бык называется Эль Торо Браво. Торо Браво – это порода крупного рогатого скота, выведенная на основе коренных иберийских пород и отобранная человеком за последние 3 столетия для кориды, а также популярных празднований с быками, таких как Сан-Фермин в Памплоне, карнавал быков в Сьюдад-Родриго в Саламанке, Los Toros de San Marcos de Beas de Segura и Arroyo del Ojanco в Хаэне и многие-многие другие. Эль Торо Браво характеризуется атовистическими защитными и темпераментными инстинктами. У него большие передние рога и мощный опорно-двигательный аппарат. Он очень быстр, ловок и достаточно агрессивен при любой провокации. Только один его взгляд уже пугает многих. Этот свирепый бык происходит от другого подвида быков – Bos primigenius primigenius, предка современного Bos primigenius taurus, крупного рогатого скота, на которого когда-то охотились по всей Центральной и Северной Европе. Эль Торо Браво постоянно обитал на Пиренейском полуострове, где с 13 века его использовали в корридах. Первые признаки селекции, то есть отбора бойцового быка, относятся к 15 и 16 векам в провинции Виядолид, где благодаря близости к двору было выведено стадо, которое могло заложить основы современного бойцового быка. Эль Торо Браво живет в дикой природе на лугах в экосистеме, уникальной для Пиренейского полуострова, где он питается травами, желудями и ароматными травами.
Его не подкармливают специально, как это происходит с другими видами быков. Он живет сам по себе. Этот бык живет около 4-5 лет, и средний вес составляет до тонны. В основном самцы имеют больше вес и размер, чем самка. Кстати, многие думают, что Эль Торо Браво имеет только черный окрас. Но это не так. У этого быка чрезвычайно разнообразная шерсть, которая может быть любого цвета, от черного до белого, от каштанового до коричневого, бурого или мыльного, а также бывают пятнистые быки. И важно знать и понимать, хотя даже многие испанцы заблуждаются тоже в этом моменте, думая, что если этот бык не черного цвета, значит он будет менее буйным или агрессивным. Но это распространенное заблуждение. У Эль Торо Браво свирепый, храбрый и одновременно благородный характер, который позволяет ему противостоять любой угрозе или вызову, и который подвергается испытанию на шоу корриды. Кстати, сама коррида не запрещена на национальном уровне, но зависит от компетенций каждого автономного региона. Единственный регион, который законодательно запретил корриду еще с 1991 года, это Канарские острова. Каталония также одобрила отмену корриды в 2010 году после народной законодательной инициативы, выдвинутой платформой PRO. Однако в 2016 году Конституционный суд отменил этот запрет, посчитав, что коррида относится к компетенции государства, поскольку она объявлена нематериальным культурным наследием. Но по моему личному наблюдению, из-за множества протестов по защите прав животных в Каталонии практически не отмечают празднования с быками, как это было несколько лет ранее. В общем, это были все основные различия в терминах «эль бой» и «эль торо» в испанском языке. Надеюсь, теперь вам стало более понятно и вы узнали что-то новое для себя. Если эта информация показалась вам полезной, пожалуйста, комментируйте, репостите, ставьте лайк, а также подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. Это все помогает продвижению моего канала. Спасибо, что оставались до конца. На сегодня это все. До скорых встреч на этом канале.